Кто мой идеальный партнер? Как удачно выйти замуж? Как счастливо выйти замуж? Как найти себе классного бизнес-партнера, с которым будет успешный, хороший бизнес? С кем вообще дружить? С кем лучше всего общаться? Какие отношения будут очень сильно наполнять? Это отношения дуализации. И дальше мы поговорим об отношениях, которые подходят идеально именно для вас. Подписывайтесь, ставьте лайк, ставьте колокольчик, и мы продолжим. Меня зовут Аня Кучина, я специалист по соционике. И сейчас я хочу рассказать об идеальных партнерских отношениях, о которых все мечтают, о которых снимают фильмы романтические, пишут книги, сказки. Что это такое, что это за идеализация и существует ли она вообще? Она существует, это доказано учеными. Очень много ученых занималось изучением работы мозга. Исходя из того, как у вас работает мозг, мы можем понять, какой вы психотип, какой вы социотип, какой у вас темперамент, как работает мозг, управляет абсолютно всей нашей физикой. Он перерабатывает информацию и дает ее наружу. Это что? Это то, как функционирует весь наш организм. Это говорит о нашей внешности, о манере речи, о движениях, о каких-то предпочтениях. И самое главное, это говорит о наших ценностях в жизни и взглядах на жизнь и мировоззрение. Соответственно, есть какой-то другой человек, который имеет такие же взгляды, такое же мировоззрение, но совершенно другие сильные функции у него есть, то есть другие сильные стороны, которые не просто нам не противоречат, а нас дополняют. Как это понять? Во-первых, нужно понимать свой социотип, да, как работает ваш мозг. И мы расскажем на примере. То есть есть всего 8 функций мозга. Какие-то из них сильные, какие-то слабые. И исходя из того, как они работают, мы понимаем, какой у вас психотип. Я расскажу на своем примере. Я являюсь психотипом, который называется лирик. То есть у меня сильная функция – это интуиция. Вторая очень сильная функция – это этика. И я интроверт. Соответственно, мой дуал – это тот, у которого есть сильная сенсорика, сильная логика, и он экстраверт. И при этом у нас одинаковые ценности. То есть мы здесь абсолютно одинаково смотрим на мир и можем одинаково планировать семью или вести бизнес и так далее. И будем очень сильно друг друга дополнять, мотивировать и идти вперед. Если мы будем смотреть на всех известных лидеров сегодняшнего времени, на президентов, которые становятся не просто президентами, а которые делают прекрасные дела для своей страны, то есть актеры, музыканты, которые действительно стали известными, успешными, у них всегда рядом есть дуал. Есть вот этот человек, который может прикрыть его слабые стороны своими сильными, у которого такие же взгляды на жизнь. Это и есть дуализация. Это могут быть чаще всего жены, мужья, бизнес-партнеры, это может быть мама или отец, да, с кем мы все время общаемся, или это может быть лучший друг или подруга. И, конечно, если стоит выбор сейчас, за кого выходить замуж, с кем строить отношения, имеет смысл узнать лучше себя и понять, кто нужен. Почему? Потому что наши дуалы нас никогда не привлекают, это какой-то нонсенс, то есть они настолько, нам кажется, само собой разумеющиеся, что мы, когда их видим, обычно первое впечатление, что мы его даже не замечаем, то есть это обычно даже лучший друг, этот мужчина, если мы его встретим в компании, он не будет вызывать бурных эмоций. Бурные эмоции часто вызывают, наоборот, конфликтеры, которые настолько разные, настолько другие, что сразу же нас привлекают. Дуалы обычно не привлекают, поэтому имеет смысл знать о них больше, чтобы можно было их видеть. Каждый психотип, он выглядит по-определенному. И, например, если я буду говорить о своих дуалах, о мужчинах, которые мне подходят, они всегда выглядят, это жуковые, как воины, как какие-то бандиты, то есть у них какие-то лица в шрамах, носы разбитые, огромные плечи, они всегда спортсмены. Мы всегда это можем видеть в компании. Я говорю немного утрированно, специально, чтобы вы могли понимать, что есть какие-то обобщенные варианты внешнего вида каждого психотипа. Если вы будете знать, кто ваш дуал, вы сможете его вычислять в обществе, в том же спортзале, в ресторане и так далее. Но главное, конечно же, не попасть на конфликтера, потому что он может быть очень похож по своим сильным функциям, но разный по ценностям. И длительные конфликтные отношения в паре – это отношения выгорания. Вы можете узнать больше конфликтных отношений, если посмотрите другие мои видео на эту тему, или напишите мне ваши вопросы в комментариях, на которые обязательно отвечу. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь, если вы еще не подписались, ставьте лайки. Спасибо.